В этом видео вы узнаете о том, как помочь самому себе справиться с чувством пустоты. Видео из серии «Сам себе психолог». Что такое пустота? Что же это за такое странное ощущение пустоты, ненужности, одиночества, никчемности, отсутствие понимания, что же будет в этом будущем, и полное непонимание, чего я хочу? Это чувство говорит о том, что вы не замечаете какую-то суперважную вашу потребность, совсем не замечаете ее, не удовлетворяете ее, и ваше тело начинает как бы отказывать функционировать счастливо, гормоны перестают вырабатываться нужные, потому что вы не смотрите туда, куда на самом деле вам, вашей психике, вашей душе важно смотреть. Приведу пример. Самый частый пример, с которым приходят ко мне к психологу клиенты, это женщина, которая родила ребеночка, ребеночек немножко уже подрос, пошел в садик, и тут она сталкивается с диким чувством пустоты, непонятно вообще, что будет. Она не может сказать себе, что материнство меня достало, ей сложно в этом признаться, вроде все хорошо, муж нормальный, ребенок прекрасный, а ей пусто и одиноко, она страдает. И стыдно в этом признаться, потому что никто из ее окружения не понимает, почему у нее при наличии мужа, счастливой семьи, финансово нормально живут, почему же ей пусто-то, что же она с жиру бесится, говорят ее там мамы, бабушки, тещи и подруги, у которых нет мужей и детей, например. У нее важная потребность реализовываться, делать что-то для людей, быть видимой для людей, не только для мужа и ребенка. И она не замечает эту потребность, потому что муж, например, вот конкретный пример клиентки одной, говорил ей: «Я хорошо зарабатываю, я не согласен, чтобы ты ходила на работу, я выбирал тебя как маму своего ребенка, которая будет максимально с ребенком. Я не хочу, чтобы наш ребенок был лишен мамы. Я претендую на вкусные ужины дома, чтобы у тебя было время». Муж был немножко тиранирующий ее эмоционально. Он не хотел считаться с ее потребностями. Она это знала и достаточно быстро закрылась, как ракушечка. Улиточка спряталась в ракушечку, и все. Она боялась отстаивать свое право делать то, что она хочет. Ей было страшно, и она перестала эту потребность даже осознавать. Мозг отключил это, она перестала даже думать об этом. Но чувство пустоты блокирует как бы ее тело и пытается, все-таки вернуть ее в нужное направление. Мы в психотерапии разобрались с ней, что за потребность у нее сейчас важная, выявили ее, подсветили, дали ей значимость и нашли способ, как с мужем договориться, не ругаясь, не топая ножкой об пол, договориться с ним, найти компромисс, найти, с чего именно начать эту самую самореализацию. И эта женщина через какое-то время вышла со мной на связь и сказала, что у нее все прекрасно. И муж стал иначе к этому относиться, и она счастлива, и ей уже некогда думать о пустоте, она полна дел, задач, которые ее на самом деле наполняют эмоционально, хоть и устает физически. В общем, это история хэппи-энд счастливый. Итак, а что же можете вы сделать в рамках «Сам себе психолог» сами, как домашнее задание? Домашнее задание. Берем листик и ручку и пишем несколько в столбик сфер вашей жизни. Семья. И дальше вы описываете, все ли вас там устраивает, или вам хочется чего-то больше, или хотелось раньше чего-то больше, но вы перестали об этом мечтать. И разрешать себе это перестали. Здоровье, внешний вид, тело, работа, реализация, люди. Это третий пункт. То есть семья первый, здоровье второй, к нему же относим внешний вид, тело. Третий – работа, реализация. Четвертый – хобби, развлечения, то, что для души, то, что наполняет, виды отдыха. Пятый – сексуальная жизнь. Шестой – придумайте сами. Это отличает это упражнение от других похожих, от круга, там еще есть круг, такое упражнение, оно трансформировано мной. Пока будете креативить, думать, возможно, вы как раз-таки нащупаете то, что не хватает, потому что очень часто ваша потребность скрытая, неосознанно находится в одном из даже перечисленных, но вы не можете это связать, потому что кто-то скажет: семья – это только я, муж, дети, но, может быть, у вас есть потребность в помощи
кошечкам, собачкам, и вы могли бы отнести к этому, вы могли бы взять себе домой несколько питомцев, выращивать их, и это было бы не хобби для вас, а семья, потому что вы настолько тесно воспринимаете, то есть там куча модификаций. Так как вы делаете самостоятельно, то, пожалуйста, покреативьте. И еще один пункт придумайте сами, назовите его как хотите, хоть, не знаю, маленький принц на Луне, что угодно, вообще все, что придет на ум. И просмотрите, есть ли там что-то, что не удовлетворено. Ваша задача не найти много, потому что если вы вдруг немножко в депрессивном состоянии, в меланхоличном, а может показаться, что вообще по всем пунктам у меня такие прям минусы, и как я вообще живу в этом мире. Нет, ваша задача найти один, но самый-самый мощный, важный. То есть одну штуку, но такую прям глобальную. И дальше с ней работать. Позадавайте себе вопросы. Как я к этому отношусь сегодня? Насколько сильно мне это хочется? Что мне мешает это сделать? Почему я не делала этого раньше? Как я могу приблизиться к этому? А может быть, я могу что-то бросить, отказаться от чего-то, от лишнего груза какого-то, но тогда у меня появятся ресурсы сделать именно это? Поизучайте этот вопрос, присматривайтесь и попробуйте сделать какие-то шаги для реализации этого. Если сложно, не терпите. Идите к специалистам. Я пропагандирую, чтобы люди шли в психотерапию и не боялись. И понимали, что это не только для психотиков больных, не для шизоидов. Это для здоровых людей, для того, чтобы они улучшали качество своей жизни. Не терпите, идите к специалистам, которые вам помогут выяснить про себя все ваши скрытые факты, которые приведут вас к чувству счастья и уберут из вас эту ненужную вам пустоту. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ваши лайки помогают мне понять, что вам интересно и полезно. Пишите комментарии внизу под видео, если у вас есть вопросы. И до встречи в новых видео. Пока!